Всем привет, друзья! Мы сняли для вас мукбанг. Скоро будет на канале. А у нас вышло солнце. Все утро было пасмурно. Часов, наверное, в 12 только вышло солнышко. Стала замечательная вот такая погода теплая. Супер классная переливающаяся морешко. Вот, дети у нас в школе. Завтра у них последний день. Потом начинаются каникулы. Планируем активно учить турецкий язык. Вот. Алексей включил «Трое в лодке, не считая собаки». Я не люблю такие фильмы. Да, я обожаю этот фильм. Я не люблю такие фильмы. В общем, смотрит он его один. У детей тут тоже балкон открыли, чтобы солнечные лучики заходили к нам в дом и становилось теплее в доме. Но на самом деле так и происходит. Видите, солнце заходит. Кстати, солнце заходит больше, чем наполовину комнаты. Вот практически до дверей комнат, солнышко. Вот, и, кстати, хотела сказать, что когда мы сюда только-только приехали, в июне месяце, солнце не заходило даже наполовину балкона. И я так, честно говоря, возмущалась, потому что нам бывшая хозяйка сказала, что вот, целый день солнце зимой, очень тепло, никакого обогревания не нужно. Когда вот мы в июне жили здесь, солнце под совершенно другим углом светило, и оно заходило меньше, чем наполовину балкона. А сейчас реально зима, и это так классно, что летом, когда жара неимоверная, солнце вот буквально чуть-чуть на балкон заходит. А когда зимой холодно, оно заходит на всю квартиру, смотрите. Вау. Это супер классная вообще особенность, что вот дом расположен так, и в частности наша квартира расположена так, что вот летом нет солнца, а зимой на всю комнату солнце. Так что мы очень довольны нашей квартирой. Я смотрела, слышишь, Лёш? Я смотрела одну блогершу в Инстаграме. Она тоже в Турции живет. Она, короче, она показывала, когда нас тут заливала, их тоже заливала. Дожди, да, дожди шли. Когда были сильные дожди, у нас тут соседний участок весь в воде был. Короче, у них балкон, в котором предусмотрена дренажная система, да, чтобы вода уходила. Но она стала рассказывать, что дренажная система сделана неправильно, и вся эта вода, короче, заходит уже прямо на ламинат в квартиру к ним. Прикинь? Жестко. Вообще жестко. Я так довольна, что у нас сухая квартира. Какие бы дожди, нас действительно заливало очень сильно. Вон тот участок, вот этот участок был полностью в воде. Вот. Дома было сухо. Дома было сухо, более того, несмотря на близость к морю, дома не сыро, дома хорошо. Короче, очень удачную мы квартирку приобрели. Так что довольны и счастливы. У нас в Подмосковье была очень сырая квартира. Вот. Мы постоянно открывали окна, проветривали, боролись с плесенью, покупали какие-то средства, потом переклеили виниловые обои на бумажные обои. Ну, постоянно было сыро. А здесь очень хорошо. Кстати, Олегу выдали этот, как называется, шкафчик. У них, как в американских фильмах показывают, в школе у каждого ученика шкафчики есть. Ну, ключ есть у каждого ученика. Вот. И он Тюркдил в Эдебияты. О! В общем, как-то так. И он все свои учебники отнес в школу. Осталось буквально 5 учебников. У него на самом деле здесь почти полная полка учебников, было 2 стопки. Очень много учебников. Я не знаю, как он это все сможет освоить, усвоить, но ему сказали, что на следующий год они будут выбирать предмет, кому какой ближе для изучения. Я так поняла, что это американская система, когда в старших классах дети уже не учат, кому не нужна математика, или там что там, может, математика в общеобразовательный этот список входит, и вернее, может, математика входит в обязательный список предметов. Ну, вот, например, дети, которые гуманитарного склада ума, не будут изучать, наверное, физику, я так предполагаю.
Вот. Поэтому Олегу сказали, что на следующий год они тоже будут выбирать предметы, и уже каждый пойдет по своему направлению. Как-то так, друзья. Ладно, мы сняли мукбанг, я сейчас буду снимать еще рецепт. В общем, дело не в проворот. Вот хотела вам показать, какого крутыша получил Миша. На Новый год киндер яйцо большое покупали, и вот такой вот бельчонок, да, кто это такой? В наушниках. Лисенок. Лисенок, он еще ездит у него, да? Тут еще какая-то приспособа есть у него. И он так ездит очень-очень шустро. Да, там. Классная игрушка. В общем, мы довольны, что ребенок в киндере получил такую классную игрушку. Ребенок тоже доволен. Такие дела. А у нас все как обычно. Я готовлю очередной рецепт для вас. Алексей уехал за детьми. Я ему еще дала поручение в аптеку заехать. Вот. Пойдемте с вами на балкон прогуляемся. На балконе тепло. Несмотря на то, что холодрыга. Давайте на улицу заглянем. Ох, ветер холодный дует. Угу. Этот денек как будто в Москве март. Дует прохладный ветер. При этом греет ярко солнышко. При этом за счет того, что температура воздуха достаточно низкая и дует ветер, солнышко не может прогреть воздух. Соответственно, приравниваю сегодняшний день. На момент съемки у нас... Какое число? Что-то я попутала уже в числах. 19 января. Крещение, да, друзья, всех с крещением. Сегодня 19 января. В Турции денек, похожий на мартовский теплый день в России. Алексей предлагал сегодня пойти в морюшко окунуться, но что-то как-то желание 0,0. Если он так сильно хочет, пусть он лучше окунется туда сам. Я вообще не хочу ни в какую вообще. Я, наверное, во всей нашей семье самая-самая мерзлячка, самая-самая теплолюбивая. Вот, поэтому нос на улицу не показываю уже, наверное... Ну, как наши друзья уехали, так я нос на улицу не показываю. Да и друзья здесь были, я тоже дома сидела. Максимум до 5-го этажа спускалась. Детвора там гуляет, мне кажется, это дети Кападжи. Вот. Нам бы каких-нибудь турецких детей, кто бы смог с Мишей коммуницировать, было бы вообще замечательно. Бесятся детишки. Солнечный прохладный денечек. 19 января. Турция. Мерсин. Красивое морешко. Вот. Все, будем закрываться. Очень хорошо, что у нас есть остекление, потому что действительно, когда ветер дует, дома нет этого ощущения холода из-за возникшего ветра, потому что у нас есть вот эта вот воздушная прослойка в виде нашего балкончика. Вот. Ну и я очень тоже рада тому, что у нас 2 балкона. Этот балкон у нас стал такой прачечно-технический. Вот. Тот балкон у нас тоже задействован максимально. Я хотела здесь полки городить, но теперь уже это в будущем когда-нибудь. Вот. Не в ближайшее время. В принципе, вы знаете, я думала, когда мы привезем кучу вещей из России, нам будет не хватать. Нам всего хватает. Вот здесь я храню свою консервацию. Посмотрите. Упс, вот, видите? Этого хватает. Шкафчика для консервации. Друг Ирай нам наделал, с его инициативы мы наделали полочек дополнительных в шкафах, поэтому все у нас поместилось, все мы смогли разместить. В шкафу мы наделали дополнительных полочек и, соответственно, все свои привезенные шмотки разместили. Ничего дополнительно пока
во всяком случае, я не планирую. Ой, слушайте, а вот на этом балконе солнца больше, здесь прям тепло-тепло. Такая прям, знаете, парниковая температура здесь. Мне кажется, даже сейчас посмотрим градусник с вами. Градусник показывает 23 градуса. Вот, и здесь тоже шкафов полно, все они задействованы. Пока хватает, короче. Единственное, меня немножко напрягает, что морозилка у нас на солнышке теперь. Не знаю, это не есть хорошо. Я все думала вот эту сторону закрывать балкона, чтобы не было солнышка. Но солнышко-то светит теперь вон оттуда. Получается, весь балкон надо закрывать, чтобы морозилка была не на солнышке. Кто-то мне сказал, соберите кровать. А нет необходимости, мы на этой кровати храним много чего. Вот, посмотрите. Вот, этот письменный стол, он при необходимости заходит в комнату, Миша там занимается. И иногда даже здесь в жаркое время дня можно посидеть. Вот, нет необходимости совершенно складывать раскладушку. Она, в принципе, здесь никому и не мешает. Вот, такие у нас дела. Такие у меня дела. Рецепт готовится. Ребята в школе. Алексей уехал за ребятами. Все хорошо. Так и живем. Надо к тем собачкам отнести. Тут косточки есть. Михаил Алексеевич, у робота там камера, уйди от него. Смотри, он в тебя сейчас врежется. Михаил Алексеевич, иди со зрителями пообщайся. Да оставь ты его в покое. Расскажи подписчикам, как сегодня снег. Расскажи, снег. Да. Нет. Друзья мои, знаете, что я вам хотела показать? Смотрите. Мотофин, что имеет, как это, активное вещество метформин, 1000 XR таблет, 1000 XR. Наш турецкий друг Ирай сказал, что это означает лонг. Мы с Алексеем пьем именно лонг, поэтому купили 1000 XR. Алексей тоже пьет, когда лет 5 тому назад мы там ходили в Подмосковье, обследовались, ему тоже ставили преддиабет, ну как бы нету еще диабета, но преддиабет, в общем, надо стараться тоже поддерживать медикаментозно, сказали. Соответственно, и Алексей пьет, и я пью по одной таблетке на ночь. И что я вам хотела сказать. Вот этот вот мотофин в количестве 100 таблеток здесь стоит в 3,5 раза дешевле, чем мы покупали в Подмосковье, ну в Москве, в Подмосковье свой глюкофаж лонг. 60 таблеток мы брали порядка 690 рублей, а вот эта вот 100-таблетковая коробка получилась 200 рублей. Представляете? В 3,5 раза дешевле, в 2 раза почти больше таблеток. Короче, я пожалела о том, что возила таблетки из Москвы. И спасибо, что когда последний раз я ездила в Москву в ноябре, наш турецкий друг сказал, не вези свой глюкофаж, потому что здесь ты купишь вот этот вот препарат, который идентичен твоему глюкофажу лонг. Вот. И, соответственно, я не привезла. Сейчас у нас таблетки закончились, Алексей купил в аптеке 34 лиры. Вот эти 100 таблеток стоят, представляете? 34 лиры на наши деньги это 204 рубля. 200 рублей, короче. Миш, ну отойди, а? Ты что ждешь опять, чтобы мама поругалась, что ли? Вот такие у нас дела. Дети пришли со школы, Миша балуется, приходится ругаться. Нет, эти хархарушки, он говорит, потом сам соберешь. Он не хочет эти хархарушки собирать. Кстати, посмотри, около холодильника кто-то что-то уронил, повредили ламинат. Что это такое, я не поняла. Уйди. Вот. Да. Чего? Нет. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала, да?
Давайте уже возвращаться надо, ребята. Все, выходим. Через полчаса я вас жду. Мукбанг снимать. Мишаня, обувайся первый. Михаил Алексеевич, покажи зрителям, что кушаешь. Конфетку. А брату дал? Брату тоже дай. Очень хорошо. С елки снимают конфеты уже. Это последняя, кажется. Ну что, снова ночная съемка. Время 0:24. Мы с Алексеем работаем. Девочки просили меня показать средство, которым я чистила духовку. Оно называется антипригар. Вот так выглядит. С распылителем. Опс, простите. Вот. Вот такое средство я использую. Это не реклама, еще раз повторюсь. Это просто делюсь с вами своим опытом. Кто-то из девочек мне порекомендовал. Я с удовольствием пользуюсь и с вами тоже делюсь. Вот. Я от этого средства в восторге. Использую я его не так часто. Кстати, у меня в Подмосковье, здесь у меня немножко другая вытяжка. Она почему-то не грязнится. Леш, почему она не грязнится? Она у нас не грязнится. Но вот эта вот сетка в Подмосковье у нас периодически становилась просто нереально такая, знаете, желто-серо-черная какая-то вот просто ужасная. Короче, ее отмыть практически нереально. Я долго думала, как же с ней поступить, выкинуть, поменять на новую или что с ней делать. А в итоге, что я сделала? Я ее сняла. Я ее положила в раковину. Она вся такая металлическая. Вот. И просто залила вот этим антипригаром. Девчонки, вы не поверите, она стала на глазах, прям вот белела и становилась новенькая. Потом я просто даже не прикасаясь к ней струей воды все это дело промыла, хорошенько просушила, и у меня вот эта вот сетка стала абсолютно новая, не приложив никаких абсолютно усилий. Я просто залила, подержала, и она стала новая. У меня, в общем, восторг, только восторг от этого средства. Вот, что я вам еще хотела сказать. Пользуюсь я им не так часто. Вот, я знаю, что мама всегда тоже учила, что после каждой готовки протираю плиту, и тогда ее не надо будет драить. Но я ее довожу до такого состояния, что ее нужно драить. И потом просто пользуюсь этим средством и очень и очень довольна этим средством. Вот. Алексей у нас монтирует видео, как всегда. Я уже не могу, как спать хочу. Я сидела, читала книжку свою, пролистывала, просматривала, записывала, новые рецепты собирала. Вот. Сделала некий такой небольшой список новых рецептов. Теперь надо покупать новые продукты и готовить новые рецепты, снимать. Вот. Ну, собственно, все. На сегодня все. Сейчас я выпью лекарство. Вот турецкое лекарство. Оно чуть поменьше, кстати, размером. И российское. По-моему, оно чуть побольше размером. И вот турецкие таблетки. Турецкие таблетки называются Матофин XR. Матофин XR, как сказал наш турецкий друг, означает именно, что это лонг, продолжительного действия. Вот, смотрите, у нас стол. Они, по идее, лонг означает, что это накопительного действия. Ну, или накопительного, или продолжительного. Ну, лонг это же длинно. Лонг это длинное, да, но это накопительное действие. Ну, хорошо. У меня так болит эта спина, я говорю, Алексей, делай мне массаж. Он один раз сделал, и неделю теперь уже не делает. Не люблю делать массаж, поэтому не делаю. Я не могу сейчас пойти к массажистке. Поздно уже. Надо делать гимнастику. У нас, короче, ножом покоцался стол, и я теперь не знаю, что с ним делать. Здесь коцка, а здесь у нас краской намазюкано на столе. Оно не отстирывается. Я так предполагаю, что на этот стол, знаешь, что нужно будет?
Когда мы очередной раз, Алексей, слышишь меня, поедем в Россию, надо сделать точные замеры вот именно по вот этим вот внутренним окантовочкам. Здесь, видите, у нас еще внешне еще добавляется по сантиметру с каждой стороны. Вот, по внутренней окантовочке сделать замеры и заказать жидкое стекло. Я не знаю, где это в Турции можно заказать. Наверняка тоже где-то можно, да? Но я не знаю, где, как и сколько это будет стоить. А у нас в Подмосковье мы на свой стол заказывали. Заказали мы его, сделали. Буквально через пару месяцев уехали. У кого-то есть такой, мы видели. Я знаю, у кого мы видели, у Лены, да, с Б-блока. Леночка, привет, если смотришь. Вот, но у них не по размеру стола было. Да. Она была больше, эта скатерть. Это жидкое стекло. А я хочу именно размер в размер. И потом, я не знаю, может какой-то принт сюда можно будет сделать и туда. Посмотрим, может быть какую-нибудь скатерть придумать, а сверху это жидкое стекло уложить. Ну, короче, будем думать. Пока так, как есть. Вот. А это просто, я знаю, кое-кто уронил нож острием на стол. И вот повредилось. Ладно, не будем показывать пальцем кто. В общем. Придется показывать на себе. Это не я. Кто же еще? Ты же сделал. Я сейчас выключу камеру, скажу, но это не я. Я понял, да. Вот. Друзья, всем спасибо, кто был сегодня с нами. Если влог наш понравился, Алексей, показывай, что надо ставить. Ставьте Какие пальчики вверх. Пальчики вверх. Пальчики вверх. Если не понравилось, ставьте пальчики вниз. Вот, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Приходите еще.